Добрый день, любители лоскутного шитья! С вами канал Мой Лоскут и я, Ирина Орловская. Сегодня я хочу показать вам, как можно легко и быстро сшить блок калейдоскоп. Он выглядит вот так, а заодно утилизировать обрезки тканей. Для этого нам понадобится для начала лист бумаги форматом А4, линейка, карандаш и ножницы. Приступим. Так, на листе формата А4 чертим квадрат. Размеры квадрата выбирайте любые, какие вам нравятся. Кто-то любит большие квадраты, кто-то маленькие. Я начерчу квадрат со стороной 20 сантиметров. И чертим диагонали. Нам нужна вот эта точка пересечения. Теперь отложим на вот этой стороне квадрата расстояние, равное от угла до середины диагонали. У меня здесь получается 14,3 миллиметра. Откладываем это расстояние сюда. И соединим эти две точки. И проделываем это то же самое на этой стороне. Вот у нас получился шаблон. Он состоит из двух равносторонних треугольников и вот такой фигуры четырехугольника. Теперь вырежем. Вот наши шаблоны. Даже можно сказать два, потому что треугольники одинаковые. Теперь можно эти шаблоны перевести на отдельный лист бумаги и уже добавить к ним припуски. Можно не перерисовывать и припуски не добавлять, тогда, соответственно, готовый размер блока получится меньше, чем 20 сантиметров тот квадрат, который мы рисовали. Теперь подготовим ткань для кроя. Я предлагаю треугольники сшить из разноцветных полос ткани. Вот я полоски ткани, они у меня размером по 5 сантиметров. Сшила в одно полотно, разгладила. И теперь можно, прикладывая шаблон, обвести его и выкроить наши треугольники. Если обрезки ткани мельче, чем 5 сантиметров, можно их также сшить в одну полосу и из нее кроить. Если обрезочки ткани совсем маленькие, ну, например, квадратики, которые уже никуда нельзя применить, их также можно сшить в одно полотно и из этого полотна по шаблону выкроить треугольники. Вот, например, я вот сшила совсем уже с ненужных кусочков, обрезочков. И прикладываем вот этот шаблончик, обводим его. Тут даже получится два треугольника. Таким образом. Вот. Можно раскроить. Немножко будут по-другому выглядеть калейдоскоп из полос, чем из вот таких. Ну, вы дальше все сами увидите на наших схемах, как все это будет выглядеть. Так, вот шаблон я обвела. На другом листе бумаги добавила припуски, и у меня получился вот такой треугольник. Прикладываем его к ткани, обводим. Для того, чтобы сшить один блок калейдоскопа, нам понадобится выкроить 4 таких треугольника и 2 четырехугольника из другой ткани. Берем линейку и вырезаем. Так, треугольники готовы. Теперь нам надо вырезать четырехугольники. Для четырехугольников можно брать однотонную ткань, светлую или темную. Так, вот наши фигуры все готовы. Теперь будем их сшивать. Пришиваем 2 треугольника к сторонам четырехугольника. Вот таким образом. Сначала эту сторону пришьем, потом к ней пришиваем. И второй большой треугольник таким же
способом делаем. Вот так. Сшиваем наши фигуры. Так, вот смотрите, что у нас получилось, когда мы пришили наши треугольники к четырехугольникам. И теперь вот эти две детали нам надо сложить вместе. Накладываем одну на другую. Иголочками можно зафиксировать так, чтобы, поскольку у нас все полосы одного размера, было бы желательно, чтобы они, конечно, при сшивании сошлись, линии все, поэтому их надо наколоть по швам, совместить эти линии и обязательно совместить вместе вот эту серединку с помощью булавочек. Зафиксировали все булавочками, и теперь пойдем на машинку и прострочим здесь. Вот какой квадрат у нас получился, когда мы сшили вот эту диагональ. Для того, чтобы получить блок калейдоскоп, надо шить 4 таких квадрата. Вот у меня 2 готовы. Ну вот как таким образом. Можно посмотреть, как выглядит 4. Посмотрите на схеме. Из этого блока калейдоскоп получатся отличные, например, подушки, как раз по размеру будут. Или же веселое детское покрывало. А также можно этот блок, ну, например, на пляжную сумку. Тоже будет очень красиво смотреться. Если серединки сделать темные, то это будет выглядеть вот так. Если полоски разные по ширине, то не надо совмещать никакие уголочки. И калейдоскоп будет выглядеть вот так. Полосы можно сшить из квадратиков. Тоже разные величины. Вот я вот сшила. И калейдоскоп из вот таких вот квадратиков будет выглядеть вот так. Ну вот, мы показали вам, как легко и просто можно шить блок калейдоскоп, веселый калейдоскоп, я бы сказала. И показали, как можно утилизировать обрезки ткани разной длины и величины. Если вам понравилось наше видео, пишите комментарии, мы с удовольствием их читаем. А на этом прощаюсь с вами. До новых встреч!